Мир бомжей на 70% криминализирован. Они могут погундосить, напиться, похамить, поорать. И они это хотят каждый день. Доброго времени суток. Я Алексеев Артем Валерьевич, бездомный. Стремлюсь из этого выйти. Бездомным стал, можно сказать, по своей вине в первую очередь. Расслабился. Я работал. Официально у итальянцев удалось поработать, в МИДСО удалось с лаборантом поработать. То есть с высокими технологиями, проще говоря, на «ты». До этого, начиная с 2002 года по 2010 год, смотрел отца, инвалида первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Фактически такой товарищ с деменциями, который что-то поставит чайник, забывает чайник. Хотя у меня на тот момент и брат, и сестра. Сестра живая, но мы с ней не общаемся, мало общаемся, можно сказать. В 2017 году у меня серьезно заболевает родной брат. Получилось, что тяжело было с работой. Пришлось все свои накопления дать на его лечение. Но получилось так, что он не выжил. Как брат умер, проблема с оплатой коммуналки была. Я могу сказать, что-то в районе 4000 рублей. У нас космические пени на... Это примерно на тот момент $2000. Случайно, совсем случайно, поймал почтальона, который нес мне заочное выселение. После этого у меня паспорт уже был просрочен, я не мог поменять, денег не было. Пришел в ЖЭС, говорит, поменяйте паспорт, пока не оплатишь, паспорт менять не будем. Паспортист, точнее это сказал начальник справочного центра. Соответственно, с просроченным паспортом ни на какую работу не берут, никто кредит не дает. Соответственно, пошел под наклоны. Нет, я не пил, мне помогали соседи, у кого там по 5 рублей, но мне 5 рублей на неделю хватало на еду. Я непривередливый в еде был, и сейчас непривередливый. На каша, каша. Чисто каша. Когда хлеб, когда каша. Я подрабатывал, мне знакомый взял просто подработку, там рублей на 15 в день за 12 часов, торговал батарейками. Я выходил уже на работу, судебный исполнитель заходит. Вот самое страшное, это когда резко приходит судебный исполнитель. 4 января прошлого года. Что, пришли, описали имущество, что ценное внесли как залог. Свободен. Свободен, с ценными вещами за это самое. Хочешь на Новообшасова на месяц, мы тебя устроим. Чтобы ты решил вопросы вот за 2 месяца, у тебя есть 2 месяца решить вопросы, заплатить вот эти чертовы $2000. Грубо говоря, за 45 лет жизни, что осталось у меня, икеевская сумка с вещами. Зимняя куртка, пару штанов, пару трусов, носков, зубная щетка, мобильный телефон, зарядка и все. Попытка была к знакомым, ко всем. Все говорят, денег нет, ничего нет. Родственники, которые должны в Украине, резко пропали, резко все заболели, денег нет, хотя должны были. Позвонил к знакомым, которые меня на 2 месяца смогли приютить. А дальше, когда уже конкретно 2 месяца прошло, у меня конкретный ступор, нервный срыв, не знаю. Это психологическая, говорят, травма, она может даже всплывет через пару лет. Как, без понятия. Я помню, что нашел подвал, который был, как мне сказали, потом я начал спрашивать, когда оклемался, что я все сам сделал. У меня там был диванчик, я сделал душ, мылся в подвале, туалет сделал, у меня нормальный унитаз был, все как это положено. Я из 5 унитазов сделал 1 нормальный. У кого что-то бачок, где-то резинка, где-то сам тазик.
Там пол системы клапан, там система слива. Фактически почистил весь подвал. Соответственно, это, можно сказать, ты командир этого помещения. Соответственно, ты решаешь, что, где, как. Делаешь все нормально, чтобы тебе не было претензий от тех же сантехников и электриков. Все по-человечески, если ты сделаешь. Нет, я не пью, я не курю. Не, в плане как вот социальный образ жизни я не вел. Все закрыло под замочком, все сделано, свет проведен. У соседей, грубо говоря, с кем-то договорился, мне интернет раздавали на мобильный телефон. В день по 20-30 килограмм, это было нормально, сдать стекла. Да, на этом жил. Хлеб, электричество было, купил этот самый кипятильник, чай, дешевый сахар, дешевый хлеб, дешевый паштет. Дальше наши игры начались, вторые европейские игры начались. Закрыли подвал, поставили железную дверь с ключом и, соответственно, второй раз потерял жилье. Самое сложное в новой жизни — звонить к родным и сказать, что ты бомж. По факту у большинства родственники есть, дети, даже вот так. Я никому не признавался, потому что у меня был серьезный разговор с родственниками до этого, года за 3. Эта сестра сказала, родная, почему отказалась смотреть отца. Вот у нее детства не было, из-за меня она не ела шоколад при мне. Дома она не могла есть шоколад, а везде могла. Мне нельзя было шоколад есть в детстве, поэтому комплекс. И как бы вот мне передернуло этот момент, и сообщать родственникам не хочу. У них просить это не то. А государство уже давно отвернулось от такого типа людей, как я. Покантовался пару дней в районе детской железной дороги и начал вспоминать, где можно, домик железнодорожников, домик обходчиков, где обходчики живут, ведут хозяйство, у них как бы и колодец, телефон, вода подводилась. Некоторые были в запустении. Почему? Потому что появляется транспорт в виде тех же квадроциклов. Соответственно, потребность в таких домах теряется, они как склады используются. Без окон, без дверей, заколоченный домик с покосившимися стенами, который стоит недалеко от железной дороги. У меня уже было белье, и у меня была простынь, было пододеяльник, одеяло. Я там просто ночевал. Также собирал стеклобой, носил 7 километров из Кольцевой в Минск, там по 20 килограмм в день стеклобой. Бомжи, санитары общества, они убирают мусорки, дают вторую жизнь вторсырью. Да, это можно считать полноценный рабочий день, потому что они начинают бутылки собирать, как солнышко встало, соответственно, с 4 утра летом и заканчиваются до 3. Вот, с 4 до 3 они каждый день собирают бутылки. Основной вид заработка — это переработка вторсырья. Разгрузка на рынках и вторсырье на свалках. Это там своя мафия, но туда я не влез бы. Поймите, те, кто на свалке, они считаются элитой бомжей. Продукты. Они продают просроченный продукт. Вот что. Когда до этого момента я работал на логистическом центре кладовщиком совсем другого отдела. Упала с 5-й полки с палета сникерса. Ее списывают. Куда списывают? На свалку. Потом невзначай ты находишь мятые эти же самые сникерсы на поле чудес какого-нибудь рынка, где по полцены продается этот сникерс. Но он же официально списан. Это большие деньги. Это очень большие деньги. Мир бомжей на 70% криминализирован, то есть подконтрольный криминалу. Почему? Потому что те, кто попрошайничает, это 100% они отдают часть, как десятину криминалу.
крыша. Ходит свой бомж старший, собирает эту десятину, садится в такси и едет и сдает. До $50 в день получает один бомж. Где-то порядка таких точек у них штук 100. Вот считайте, $5000 в среднем в день криминал получает с бомжей. Это я еще не говорю те, кто контролирует сбор цветмета. Порядка $50 000 в день с Минского района криминал имеет. Попасть легко, выйти тяжело, это пожизненно. Поэтому и мафией называется. Если ты попал, то ты в семье. Они находят все данные этих бомжей. У кого-то остаются родственники, у кого-то действительно жилье. Они с них это все забирают, переписывают на себя. И дальше в оборот. Есть так называемые деревенские бомжи-потеряшки. Вот ему 75 лет, у него деменция, он забыл, где живет, а его бомж мафиозный или это бандит словил, переписал его дом на себя, типа он за ним смотрит. Соответственно, находит квартиру больного старика, его в тот дом на досмотр, квартира сдается, и вот так пошла этап. Большинство, порядка 95-97% это именно подвальные чердачные бомжи. Да, несчастные алкоголики, которые потерялись от общества, общество их не принимает, не помогает выйти. Вот реально в нашей стране, любая страна, я думаю, невыгодно поднимать людей из этого. Хотя социальная ответственность за них есть, какая бы ни была. Они же были членами этого общества. Некоторые бомжи добровольно остаются именно таковыми сами. Они вкушают это так называемый вкус свободы и безответственности, поэтому они в рамки нормальной человеческой жизни не хотят возвращаться. Они могут погундосить, напиться, похамить, поорать. В квартире ты такого не сделаешь. И они это хотят каждый день. Сегодня проснулся хорошо, напился, забылся. Проблем меньше. Есть люди, которые вылазят, но их вы не найдете, потому что они не хотят это вспоминать. Мне немножко проще выйти из этого мира, что я не так сильно окунулся морально. То есть я не крал, я не напивался, я не ругался. Мне только один раз напомнили, что я бомж, это когда на водохранилище Птич я мылся. Потому что, извиняюсь, у меня на спине был клещ. Только это меня выдало, что я бомж. То есть я находил возможность постричься, борода была в порядке, чистенькая, от меня не пахло, одежда у меня была. Нас народ выкидывает на мусорку иногда неплохие вещи, которые можно и постирать. Я замачивал брюки, нижнее белье, постельное белье, все это. В конце мая, не помню, то ли 25, то ли 27 числа прошлого года, но я попал на кормление бездомных. Ну, там сложно было попасть. Почему? Потому что кто-то должен поручиться из знакомых. У меня получилось так, что один из уборщиков леса, и она поручилась. Я после первого дня сказал, я не могу бесплатно есть, дайте работу. Я начал чистить картошку. И так потихоньку здесь стал добровольцем. Сейчас я бездомный, возможности есть. Вся проблема из-за того, что документы нужны. Потому что большой срок прошел, и есть вопросы еще. Я не получал повестку в суд. Соответственно, суд, который был без меня, без вручения повестки, не имеет права быть. Я предупреждал, что я не мог по состоянию здоровья, и все остальное. Судебный секретарь, он не поднимал просто трубку, не выходил на связь. Без документов ты букашка. Ты не можешь устроиться нормально на работу, полноценно зарабатывать. Все. А с бумажкой человек. Что я могу отсудить обратно квартиру. Наши, хоть и говорят, что у нас социально ориентированное государство, я скажу одного товарища слова, которые я слышал лет 10 назад. Мы все работаем во благо человека. Вы этого человека не знаете, я его знаю.
Тут я хотел бы узнать этого человека. Случайно это не я, не тот бомж? Нет, это не тот бомж и не я. Мне не интересно быть бомжом. Я стремлюсь выйти из этого. Иду мелкими шажками. Ну так получается. А что делать?